Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом замечательного, очень красивого торта «Дунайский вечер». Готовится он просто и из самых доступных продуктов, а выглядит по-настоящему эффектно. Шоколадные коржи и коржи с вишней и вкуснейший ванильный крем. Великолепное сочетание! Я уверена, такой торт понравится всем. И он украсит любой праздничный стол. Для приготовления крема мне понадобится молоко. Мне надо довести почти до кипения. Выливаю его в кастрюлю. В отдельной миске смешиваю сахар, крахмал, я использую кукурузный, и пол чайной ложки соли. Теперь добавляю яйца. Я использую яйца крупного размера. Вес яйца со скорлупой примерно 72 грамма. Хорошо все перемешиваю до однородности. Таким образом, перемешивая яйца с сахаром и крахмалом, не образуются комочки. Все очень легко смешивается. Молоко хорошо прогрелось. Оно сейчас уже начинает закипать. И я часть молока вливаю в яично-крахмальную смесь. Активно перемешиваю, чтобы яйца не свернулись. Получилась вот такая однородная масса, и я ее сейчас вливаю в оставшееся молоко. И при постоянном помешивании варю заварной крем, пока он загустеет и закипит. Обязательно массу активно перемешиваем, чтобы крем не подгорел. Крем густеет, огонь делаю тише. Обязательно хорошо перемешиваем и ждем, когда появятся пузыри. Пошли пузыри, крем снимаю с плиты. Продолжаю еще немного перемешивать, так как кастрюля горячая, и чтобы крем не подгорел. Крема получается много, поэтому, конечно, надо его очень хорошо вымешать. Посмотрите, какой он получился. Очень гладкий, шелковистый, совсем без комочков. Добавляю в крем 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Закрываю все пленкой в контакт, чтобы не образовывалась корочка. И оставляю крем до полного остывания. Можно сказать, что крем должен быть даже холодный. Я его еще на некоторое время потом поставлю в холодильник. Вообще, конечно, очень удобно такой крем готовить с вечера. Светлый корж я буду делать с вишней. Но чтобы корж не получился клеклым и влажным от вишни, я ее немного приварю с сахаром и крахмалом. Для рецепта я использую замороженную вишню без косточек. Высыпаю ее в сотейник. Добавляю сахар и сразу всыпаю крахмал. Я использую кукурузный крахмал. Можно использовать картофельный. Перемешиваю, включаю плиту. Вишня ягода сочная, она дает много сока. Всю эту массу мне надо довести до кипения и проварить примерно 2 минуты. Плиту выключаю. Масса, как видите, вот так хорошо загустела. Получился вот такой кисель с вишней. Снимаю сотейник с плиты. Закрываю массу пищевой пленкой в контакт и оставляю остыть. Для приготовления шоколадного теста мне понадобится сразу подготовила противень, размер 42 на 32 сантиметра, выстелила его пергаментной бумагой. Я ее ничем не смазываю, она у меня хорошего качества. Если вы не уверены в качестве пергаментной бумаги, смажьте ее немного растительным маслом без запаха. Разбиваю в миску 4 яйца крупного размера. Вес яйца со скорлупой примерно 72 грамма. Добавляю щепотку соли, всыпаю сахар. Взбиваю миксером примерно в течение 5 минут в пышную светлую массу. Добавляю чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Тогда добавляйте его вместе с сахаром. И вливаю растительное масло без запаха. Можно также использовать и сливочное масло. Но с растительным тесто получается более влажное. Просеиваю муку, какао и разрыхлитель для теста. Хорошо все перемешиваю миксером. Подбираю все со стенок миски, чтобы не было ни промеса. Долго ничего взбивать не надо, просто перемешиваем до однородности. Получилось вот такое шоколадное тесто.
Выливаю его на подготовленный противень. Разравниваю. И сейчас мой корж я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 12-15 минут. У меня противень достаточно большого размера и тесто получается довольно тонким слоем. Поэтому печется корж очень быстро. Если вы будете использовать противень меньшего размера, тогда вам, возможно, понадобится чуть больше времени. Обязательно проверяйте готовность. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Вот такой красавец корж получился, очень пышный, воздушный. Проверяем его готовность. Это можно сделать просто нажатием пальца, либо зубочисткой. Корж перетаскиваю на решетку и оставляю остывать. По тому же принципу, что я готовила и шоколадный корж, готовлю и светлый. Для приготовления теста мне понадобится: разбиваю в миску 4 яйца крупного размера. Добавляю соль, всыпаю сахар, хорошо взбиваю миксером в течение 5 минут пышную светлую массу. Добавляю чайную ложку экстракта ванили. И вливаю растительное масло без запаха. Просеиваю муку и разрыхлитель. Перемешиваю миксером. Обязательно подбирайте лопаткой все со стенок миски. Получилось вот такое негустое тесто. Выливаю его на подготовленный противень, разравниваю. И светлое тесто я готовлю с вишневой начинкой. Она у меня уже остыла, просто чуть еле теплая. И я беру ложкой и начинку вот таким образом разбрасываю сверху на тесто, чтобы попадались везде ягодки. Не обязательно выкладывать какими-то ровными рядами, просто вот таким образом раскладываю. Подготовив таким образом вишню, тесто не получится слишком мокрым. И отправляю корж запекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 12-15 минут. Опять-таки смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. Остывший шоколадный корж перекладываю на доску, снимаю с него пергаментную бумагу. Края коржа я слегка подрезаю. Обрезки не выбрасываем, их потом можно использовать для украшения. Тесто получается очень нежное. И теперь корж я разрезаю еще пополам. Получается вот таких 2 коржа. Второй корж также уже испекся. Такой красавец получился. Опять-таки проверяю готовность. Обязательно смотрите, чтобы сверху тесто не прилипало к пальцу. Значит, оно хорошо пропеклось. Перетаскиваю корж на решетку и также оставляю остывать. Второй корж остыл. Переворачиваю его также на доску. Снимаю пергаментную бумагу. Обрезаю бока и точно так же разрежу на 2 части. Посмотрите, какой великолепный корж получился. Очень нежный и воздушный. Чтобы ровно разрезать, я просто сверху выкладываю шоколадный корж. Идеально совпадает. И разрезаю. Итак, у меня получилось 2 вот таких вишневых коржа и 2 шоколадных. И сразу сориентирую по размерам коржей. Длина 28 сантиметров и ширина 19. Продолжаем делать крем только после того, как хорошо остыла заварная основа. Температура масла и заварной основы должны быть примерно одинаковыми. Мягкое сливочное масло перекладываю в миску. Хорошо взбиваю его миксером до пышности и до посветления. Заварную основу я также слегка перемешаю миксером. Так она легче будет соединяться с маслом. И теперь понемногу добавляю заварную основу в масло и хорошо перемешиваю. Вначале я добавляю вообще небольшую порцию заварной основы, чтобы сравнять температуру. И теперь уже добавляю чуть большими порциями и хорошо перемешиваю. Постепенно я ввожу всю заварную основу. Крема получается много, и он довольно плотный, хорошо держит форму. Получился вот такой очень нежный масляный заварной крем. Также сделаю пропитку для коржей. В принципе, делать это не обязательно, коржи и так получаются достаточно влажные, но я вообще люблю влажные торты, поэтому я сделаю еще пропитку.
Всыпаю сахар в воду. У меня здесь просто обычная холодная кипяченая вода. Добавляю экстракт ванили. По желанию можно добавить любой алкоголь. Коньяк, ликер, ром. Все, что вы хотите. Либо просто, как я, добавьте экстракт ванили. Либо ванильный сахар. Хорошо перемешиваю. В отдельную миску я отложила четвертую часть крема. Я хочу в эту часть крема добавить немного крошки. Я хочу, чтобы мой торт получился более таким интересным в разрезе. Я беру обрезки от коричневого шоколадного коржа и немного раскрошу их прямо в крем. Они такие нежные и мягкие, что легко растираются пальцами. Не надо много. Перемешиваю. Добавлю еще немного крошки. Собираю торт, выкладываю первый шоколадный корж. Под корж я подкладываю пергаментную бумагу, чтобы потом меньше надо было убирать. Пропитываю корж пропиткой. Выкладываю четвертую часть крема. Разравниваю. Выкладываю сверху корж с вишней. Также пропитываю его пропиткой. Здесь этот корж слишком сильно пропитывать не надо, так как здесь еще сочная вишня. На этот корж я выкладываю крем с шоколадной крошкой. Разравниваю. Следующий слой у меня также будет корж с вишней. Но как видите, у меня здесь у коржа вот такие есть углубления от вишни, поэтому я их заполняю кремом. Я специально оставила немного крема с шоколадной крошкой, чтобы не было пустоты. Корж как бы я сейчас выровняла. И теперь аккуратно корж выкладываю сверху. Снова пропитываю пропиткой. Как видите, этот корж у меня лежит сейчас дном вверх. Снова выкладываю четвертую часть крема. Разравниваю. Выкладываю сверху последний шоколадный корж дном вверх, чтобы торт получился ровным. Пропитываю корж пропиткой. Верх торта промазываю кремом. Здесь вы можете поступить так, как вам нравится. Можно бока торта украсить крошкой. Я лично это делать не буду. Я хочу мой торт бока оставить полностью открытыми, так как он очень красивый. Вот такой уже замечательный торт получился. Сейчас я его не декорирую. Я его просто отправлю в холодильник. Закрою его сверху пищевой пленкой. И оставлю его в холодильнике на ночь, чтобы крем хорошо стабилизировался, коржи хорошо пропитались. Торт я достала из холодильника, и мне остается его только украсить. У меня здесь остались обрезки коржей. Их надо измельчить в крошку. Можно это сделать руками, либо просто измельчите в блендере. Присыпаю верх торта крошкой. Буду делать очень такое простое украшение. И теперь аккуратно обрезаю бока торта, чтобы был виден красивый срез. Сейчас аккуратно убираю пергаментную бумагу. Торт получается большой. Его вес примерно 2 килограмма 800 граммов. Его хватит для большой компании. Торт такой нежный, влажный, сочный, коржи такие пропитанные. Он очень вкусный. Рекомендую его приготовить и попробовать. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.